Давайте сегодня ответим на вопрос, который одинаково волнует что людей наших взглядов, что Z-сообщества. А какого лешего государство настолько активно до всех докопалось? Ладно, оно деньги ищет везде и всюду, но чем дальше, тем больше оно лезет в бытовую жизнь, вроде бы вообще не имея на то объективных причин. Какие-то концерты совершенно безобидных исполнителей или комиков запрещает. Без конца все подряд цензурирует. Государство в разгар войны вдруг докопалось буквально до всего. До букв на вывесках, до абортов, до упоминания наркотиков в песнях. Новость по шаблону «в России запретили» не новость года с 2012-го, но сейчас дошло прям совсем уж до каких-то мышей. Сюда же регулярные отключения интернета. Блокировки в интернете объяснимы, но регулярные шатдауны целых городов практически бессмысленны, а экономически и вовсе ужасны. Зачем они это делают? Кажется, ответ на этот вопрос лежит в области не столько практической, сколько магической. За последние годы государство слишком часто показывало, что не может достигать задуманного, что у него меньше сил и ресурсов, чем казалось. Поэтому ему очень важно каждый раз, когда вообще это возможно, демонстрировать, что оно все еще в силе, что может задолбать каждого, если захочет. В этом и цель. Сегодня вспомним, как российское государство внезапно оказалось не всесильным. Столь же свирепым, сколь слабым. Только перед тем, как начнем, два напоминания. Первое. В описании под роликом мы собрали способы, как вернуть себе нормальный интернет в России. Второе. Завтра, в субботу, 28 марта, в городах по всему миру пройдет 9-й раунд офлайн встреч зрителей моего канала. Эти встречи зрителей проходят без моего участия, их организуют сами подписчики. Встречи проходят в самых разных местах, от крупных столиц, вроде Лондона и Варшавы, до небольших городов, например, Субботицы. Последняя, кстати, как и несколько других городов, появилась на карте только в этом месяце. Если хотите прийти на такую встречу, заходите на мой сайт и посмотрите, есть ли запланированная в вашем городе завтра. Если пока нет, то вы сможете ее организовать в следующий раз. Ссылка в описании. Есть простой факт, демонстрирующий степень всеобщей веры в способность российского государства достигать поставленных целей. Это реакция на начало войны. Ведущие западные аналитики, российская антивоенная общественность, порожденная началом войны Z-среда, все расходились в моральных оценках, но не в оценках факта. Никто не сомневался, что Киев за 3 дня непременно случится. Ну уж не за 3 дня, так точно за 2 недели. Оценку такую озвучивали разные с точки зрения квалификации люди. Были и те, кто впервые в жизни столкнулся с войной. И те, кто всю свою профессиональную карьеру на изучении войн построил. Были люди, живущие в России, знающие, как тут все на самом деле работает. И те, кто отслужил в российской армии и знал, как все устроено там. Но магия большого могучего государства действовала на всех. Даже на тех, кто точно знал, что в каждой второй БМП, идущей на Киев, нет ни соляры, ни боекомплекта, ни десанта. Даже люди, которые годами писали о коррупции и некомпетентности, о дворцах министра обороны и всего его окружения, кто вроде бы должен был понимать, на что это государство реально способно, все равно были ослеплены его мощью. Но не может же такого быть, что в Кремле приняли решение, не имея никакого плана, никаких разведданных, никаких подготовленных резервов, никаких боеготовых запасов техники и боеприпасов, не имея представления о противнике и его возможностях. Прошло очень много времени, прежде чем до общественности дошла ошеломляющая истина. Государство развязало войну, полагаясь на удачу. На то, что получится как с Крымом. Просто бросило армию вперед, ожидая, что все там разбегутся и будет большая победа. Вспоминая об этом, сложно поверить, как долго истина это до всех доходила. Как долго мировых лидеров кошмарил призрак эскалации. Это продолжалось вплоть до осенней мобилизации 22-го. Никто не мог поверить, что война в тогдашнем ее виде – это предел того, на что Путин способен. Что там все его люди, вся техника, все ракеты и все снаряды. Все до ужаса боялись спровоцировать Путина, ведь он из-под стола сейчас достанет настоящую армию. Ту, в реформу которой за 1,5 десятка лет вбухали $1 триллион. Ведь не может же быть, что додики в дедовских бушлатах на технике 60-х годов с пайками из просроченных консервов оказались той самой армией. Это ж какая-то шутка! Когда Путин поначалу все время повторял, что мы еще, мол, ничего не начинали, ему в каком-то смысле верили. Потому что армия на $1 триллион не может так выглядеть. Где-то что-то припрятано. Танки «Армата» вот-вот уже приедут. Однако ж, когда до общественности с трудом, но таки дошло, что никто не приедет,
что перед ними российская армия в полном составе, вера в государство никуда не делась, а просто трансформировалась. Она, на фоне того, что российская экономика выстояла в первые годы войны, конвертировалась в веру, что Россия экономически неуязвима. Да, государство наше воюет так себе, зато у него столько бабла, что воевать даже так себе оно может вечно. Причем воевать так, что внутри все не то что не будут страдать, но будут жить свою лучшую жизнь. Будет безумный рост зарплат, взлетающие бизнесы, скупка недвижимости, ощущение вечного праздника, где лавандовым рафом разве что трактор не заправляют. Явная избыточность, демонстративная роскошь царила первые 3 года и до жути бесила зетников. Демонстративное раскидывание денег из окон на все. На инфраструктуру, на большие праздники, на гигантские выплаты за подписание контрактов и фантастические зарплаты в оборонном секторе. На утопические проекты, из которых в памяти осталось только строительство 1000 пассажирских самолетов к 2030 году, а о штуках вроде отечественной игровой консоли уже все давно забыли. На одну только перегонку блогеров с Ютуба на ВК потратили бюджет приличного города. У этого роскошества есть важный побочный эффект. Поговорим о нем после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Что блокировка WhatsApp, что блокировка Telegram — это не просто лишение граждан доступа к какому-то ресурсу, но буквально отнятие средств связи. Оба мессенджера использовались для связи с родственниками и друзьями. Там были рабочие чаты, любимые каналы. И переносить десятки, а то и сотни контактов и групп в другой мессенджер куда сложнее, чем поставить себе надежный VPN, с которым будет работать все. И Telegram, и WhatsApp, и YouTube, и Instagram, и другие заблокированные Роскомнадзором сервисы. Подходит, например, Blank VPN. Инфраструктура сервиса не завязана на Телеграме и не зависит от его доступности. Подключение к VPN происходит буквально в один клик в приложении для iOS, macOS или Android. Скорость подключения до 10 гигабит в секунду при полном безлимите как на количество устройств, так и на трафик. Blank VPN работает в России уже 8 лет и не только наработал огромный опыт, но и быстро адаптируется к новым ограничениям. А кроме того, поможет сохранить вашу анонимность. Поддержка работает 24/7 и ответит на любой ваш вопрос. Поможет, например, поставить VPN на роутер или настроить обход белых списков. Blank VPN дает 30 дней на проверку сервиса. Если вам что-то не понравится, Blank VPN вернет деньги. Оплатить подписку можно российскими картами или даже криптовалютой. Ссылка на сервис в описании. В нее уже встроен промокод CATS, который дает скидку в 66%. Продолжим. Мы говорили, как огромные деньги вбухиваются в утопические проекты. Так вот, все это роскошество имело важный побочный эффект. Инвестиции в высокоскоростную магистраль из Москвы в Питер – это пир во время чумы. Показная трата денег на фундаментально бессмысленные вещи. Но фундаментально бессмысленные расходы – это ж и есть определение роскоши. Все роскошные траты кричаще непрактичны. На условном Феррари ты детей в школу не отвезешь, за покупками не съездишь, в путешествие не отправишься. Это способ сказать: у меня есть лишний $1 миллион на игрушку. Не так много наивных людей, которые бы всерьез поверили в создание отечественного авиапрома к 2030 году из воздуха. Но сама утопичность этой идеи и вбухиваемые в нее деньги работают на ощущение государственного всесилия. В разгар войны они не лихорадочно сокращают расходы, а наоборот, тратят деньги на фантазерство. Это как олигарх, который дарит любовнице ресторан или бренд одежды. Экономическая бессмысленность такого бизнеса только подчеркивает статус. Ведь я могу содержать 1000 квадратов на Патриках, просто чтобы сделать даме приятно. Если государство способно так вольно раскидывать деньги, значит деньги у него никогда не закончатся. Это представление не основано ни на чем, кроме ощущений. Но именно оно, это ощущение, в свое время поглотило всех и внутри, и снаружи. Уж сколько я слышал этих разговоров, что в Москве все прекрасно, что на Патриках полно ресторанов, что вообще все только лучше стали жить и больше зарабатывать. Меня прямо убеждали, что мы тут во всем неправы из-за этого. И все убедили себя, что Путин подключил к бюджету скатерть-самобранку, что санкции не работают, что ограничения экспорта нефти, дисконты, посредники, содержание теневого флота ни на что не влияют, что гигантские расходы на войну, убийство рабочей силы, учащающиеся прилеты по инфраструктуре переработки и транспортировки нефти, вот это все способствует только украшению. Все себя убедили, что Россия — это какой-то Катар, где 3 миллиона человек сидят на огромном газовом баллоне.
где действительно можно ни о чем не думать и просто утопать в деньгах. Никто не задавался вопросом, а как вообще можно делать выводы о влиянии санкций и войны на экономику, исходя из результатов 2-3 лет? Понятно же, что государство или большая корпорация – это не сигаретный ларек, а сущность с огромной инерцией. Не случится такого, что сегодня с рынка Siemens ушел, а завтра вам уже придется везти запчасти через Армению по тройной цене. Они некоторое время будут доступны в складских остатках. Некоторое время вы сможете не повышать цены, не сокращать производство, не нарушать цепочки поставок. Некоторое время нескончаемый поток бюджетных денег в экономику не будет приводить к всплеску инфляции. Это просто будут бесплатные деньги на счетах компаний и в карманах граждан. Какое-то время все могут жить в долг. Минфин может продавать банкам облигации, накачивая этими деньгами экономику. Граждане могут под выросшие доходы залазить в кредиты. Предприниматели в ответ на рост спроса тоже брать кредиты на расширение бизнеса и создание рабочих мест, новую зарплатную гонку. Какое-то время эта спираль будет раскручиваться, создавать иллюзию всесилия. Но конец-то очевиден. Эффекты от санкций, изоляции, войны, от убийства рабочей силы. Эффекты эти накапливаются, а деньги заканчиваются. И вот все, с изумлением, почти не веря своим глазам, смотрят на государство, которое, оказывается, не может за все заплатить. Москва сокращает свой госаппарат на 15%. Это же новость, будто из параллельной вселенной. Не Псковская область, не Забайкальский край. Москва! Город, для которого государственная роскошь, трата денег ради траты денег, де-факто часть культуры. Часть столичной избыточности во всем. И когда государство говорит, у нас нет денег даже на то, чтобы в Москве чиновников содержать, то очередная иллюзия просто разбивается. В чем смысл этих иллюзий? В чем проблема с их разрушением? А все дело в том, что эти иллюзии и есть государство. В этом и заключается его власть в той конфигурации, которая у нас сейчас есть, когда формальной легитимности нет, когда все прекрасно понимают, что выборы не настоящие. Легитимность тогда получается из всеобщей веры, что государство умеет принимать и доводить до конца решения, какими бы глупыми и вредными они бы ни были. Во всеобщей вере в его неисчерпаемые ресурсы. Вера эта лишает всех воли к сопротивлению, что, собственно говоря, является инструментом госуправления. Государство не может настучать по голове или посадить каждого, но должно производить впечатление, будто может. Когда впечатление это растворяется, как было в случае с поздним Советским Союзом, растворяется и государство. Чем чаще и чем громче государство что-то затевает и не может довести до конца, принимает решения и не может их инфорсить, тем слабее оно выглядит. Поздняя советская власть затеяла антиалкогольную кампанию. Кампанию, в сущности, по перекройке самого образа жизни страны, которая бухала от мала до велика, от овощебаз до правительства. Бухала вся, причем по-черному. В конечном-то итоге сухой закон Горбачева повлиял позитивно, но это не имеет значения. Имеет значение, что государство затеяло перелом общества через колено, совершенно сталинских масштабов. Но обеспечить ни сталинской последовательности, ни жесточайшего террора уже не могло. Государство уже было разболтано настолько, что вся кампания свелась к анекдоту. К смехотворным трезвым свадьбам с водкой в самоварах и коньяком в чайниках. И такой фарс создавал очень важное для дальнейшей судьбы режима ощущение. Государство стало посмешищем. Советская власть давно не могла людей банально накормить, но теперь не могла даже раздать им пиздюлей, что для существования режима вообще-то намного важнее. Государство всем сказало «не бухать». По телевидению торжественно показали задержание 2 самогонщиков. Вырубили виноградники. Но все бухают, гонят в каждом подъезде самогон, пересказывают анекдоты. И ни за кем не приезжает черный воронок. Потому что нет уже никакого воронка. Потому что менты и сами в дежурной части перегаром клопов распугивают. Власть не теряет легитимность, когда делает что-то ужасное. Развязывает войну или массовый террор. Власть теряет легитимность, когда спадает та самая магия всесилия. Когда власть что-то заявляет и не может этого достичь. Когда что-то явно запрещает, а затем все этот запрет нарушают, и ничего не происходит. Когда вдруг становится ясно, у государства нет армии, чтобы выиграть войну. Оно замахнулось и обосралось. Отчего у зетников, например, сейчас глубочайший кризис веры. Или когда оказывается, что государство не тратило какие-то волшебные бесконечные деньги из секретных резервов, а с каждым днем все глубже погружалось в пучину долгов, не имея ни малейшего плана, как их выплачивать. Кроме каких-то лихорадочных до нелепости попыток найти деньги там, где их нет.
в карманах граждан, то в импорте авто, то в личных переводах вообще. Государство говорит: вам вообще-то нельзя в Инстаграм, Твиттер, Телеграм и Ютуб. И все там сидят. Граждане, чиновники, госорганы, официальные СМИ – все сидят. О полной, окончательной, бесповоротной блокировке Телеграма государственное агентство ТАСС сообщает нам в Телеграме. Роскомнадзор говорит, к 2030-му мы увеличим мощности для фильтрации трафика в 2,5 раза. Как это переводится на обычный русский язык с чиновничьего? Означает, что государство приняло решение, но у него в разы меньше ресурсов, чем для такого энфорсмента потребно. И будут они когда-нибудь никогда. Государство говорит: мы задушим ваш VPN тогда же, когда построим 1000 пассажирских самолетов. Таких моментов режим инстинктивно опасается. Не надо думать, будто мы тут одни такие умные видим, что государство выглядит слабым. Что оно чего-то там решило, а народ хрен забил, и вроде как сделать с этим ничего нельзя. Огромная кампания по суверенизации интернета, которая явно является национальной идеей стареющих вождей, сталкивается с саботажем и противодействием на всех уровнях, чего никто даже не пытается скрывать. Когда мы рассуждаем об аттракционе запретительства всего и вся, о попытках задолбать до белого коленя всех и каждого, нужно делить эти попытки на две части. Первая – фискальная. Государство действительно искренне пытается найти копеечку хоть где-нибудь. Да, ее поиски иногда выглядят безумно и бессмысленно. Но надо понимать, не существует хорошего способа взять побольше денег из экономики, которая не растет или вовсе сжимается. Поэтому придумывание новых налогов, сборов, штрафов, пошлин, акцизов – это просто соревнование ведомств в попытках доказать свою полезность. У системы нет денег, система должна что-то делать, должна показывать, что не сидит сложа руки. Не важно, что соберут 3 рубля, нанеся ущерба на 3 миллиона. Важно, что ведомство старается, ищет те скрытые богатства, которые народ от государства утаивает. Кто-то бизнес дробит, кто-то долг за кофе другу скидывает. Несметные триллионы где-то есть, их надо просто найти. Второе целеполагание поначалу может показаться более загадочным. Вроде бы нет никаких следов финансового мотива, и государство докапывается просто так. Докапывается до букв на вывесках в баре, до комиков и певцов, которые что-то там пропагандируют, цензурирует книги, фильмы, музыку с целью изъятия упоминаний наркотиков. Национализирует репродуктивную систему граждан и указывает всем, когда и сколько рожать. Становятся нормой рейды на клубы и дискотеки. Сложнее объяснить вот эту атмосферу всеобщих, совершенно неполитических запретов. Когда государство рекетирует граждан, это что-то ожидаемое. Гораздо сложнее объяснить, зачем оно просто так лезет ко всем в душу, чем просто бесит тех, кого взбесить еще не успело. А ответ очень простой. Это попытка вернуть контроль. Книги в российских магазинах выглядят как файлы Эпштейна с целыми абзацами и даже главами, целиком закрашенными черными полосами, только потому, что государство может это сделать. Потому что издательство, типография, книжный магазин никуда от него не денутся. Они будут вынуждены соблюдать сколь угодно идиотские регулирования. Потому что медицинская клиника – это лицензируемое учреждение. Оно будет проводить или не проводить аборты, как скажет государство. Когда Путин рассуждает о том, как следует квотировать иностранное кино, что мы идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые и нам ненужные, цитата это была, надо понимать, право решать, что нужное, а что ненужное, что народу полезно, а что вредно, это демонстрация контроля и силы в ситуации, когда то и другое в значительной степени утрачено. Борьба с интернетом – это война с ветряными мельницами, но задолбать кинотеатры государство вполне способно. Очень технически сложно всерьез заблокировать Telegram или WhatsApp так, чтобы это нельзя было обойти. Но вот физически выключить вышки сотовой связи – это то, что можно сделать. И граждане никуда не денутся. Это не обойти. Государство сказало: не будет у вас мобильного интернета. И государство сделало: нету мобильного интернета. Государство контролирует ситуацию. Причем обратите внимание, как сформулирован закон, на основании которого все эти отключения происходят. Он сформулирован демонстративно хамски. Никаких публичных причин для отключения не должно быть. Государство само себе разрешило отключать интернет когда угодно и по любой причине. Таким образом, оно выглядит сильным, делает что хочет, ни перед кем не оправдывается.
Почему я не могу принять оплату и посмотреть, где там мой ребенок застрял после школы? Потому что знать тебе это не положено. Потому что мы так решили. В какой момент может стать слишком очевидно, что государство этот самый контроль утратило вовсе? Для Советского Союза этот момент наступил в августе 91-го, когда был применен последний аргумент. Танки были введены в столицу. Но даже это не помогло сохранить остатки власти. Система полностью потеряла управление, и это стало видно всем. Танки уехали. Такого масштаба событий пока не предвидится. Но осенью нас ждут выборы. Государство должно продемонстрировать, что может сломать общество через колено, нарисовать себе произвольный результат, и все это проглотят. Если что-то в этом процессе пойдет не так, не получится нарисовать, не получится сделать, чтобы все проглотили. Если вдруг всем станет очевидно, что за партию власти никто не голосовал, это будет такая демонстрация слабости, которую не заболтаешь. До завтра.